Ну неужели у нас началась бычка? Давайте с вами сделаем обзор крипторыночка. Я поделюсь своими мыслями, потому что я давно не снимал обзоров. Расскажу, что я думаю, куда мы движемся, какие компании покупают биткоин, какие продают и что вообще происходит с миром крипты. Поэтому заранее попрошу вас поставить видосику лайк, подписаться, а мы полетели. И перед началом видео прошу вас пройти маленький опросник. Я создал опрос, хочу узнать, что людям сейчас интересно, как они хотят развиваться, поэтому я скину ссылочку на опрос. Он будет находиться в описании, в закрепленном комментарии. Пройдите, здесь буквально 5 минут вашего времени. И среди тех, кто поотвечает на вопросы в данном опросе, я разыграю 3 месяца подписки в закрытое сообщество. Мое закрытое сообщество вы получите 3 месяца абсолютно бесплатно, если вы пройдете опросник. То есть будет розыгрыш среди тех, кто прошел. Поэтому уделите 5 минут времени, вам не сложно, мне будет супер приятно, я буду понимать, что вам интересно. Погнали дальше. Ну что, переходим к рыночку. Это у нас Битховен. У нас уже он двигается в направлении 70-80 тысяч долларов, 79-80 тысяч долларов. Мы 79 потрогали, вот здесь вот потрогали. Это у нас получается верхняя граница вот этой вот зоны. То есть у нас здесь цена задержалась, была проторговочка. Мы пробили вот это вот как бы боковой тренд. На самом деле, я считаю, что мы боковой тренд еще не пробили, потому что мы до сих пор стоим под этим уровнем 79. И пока мы его не пробили, а торгуемся здесь ниже, это будет считаться, что это боковик. Просто мы чуть выше вышли, чем в прошлый раз. Вот прошлый хай здесь у нас на 75, на 76. Сейчас у нас хай поставлен на 79. То есть мы просто пробили, по сути, все тот же боковик. То есть ничего не изменилось. Люди уже все, у нас начался бычка, все растет, ульт, и будет стрелять альт-сезон. Ребята, подождите, не разгоняйте так сильно. Потому что, смотрите, видите, такой боковик то же самое был. То есть мы постепенно здесь медленно сползали, а тут мы постепенно медленно растем. И точно так же, как и здесь мы выстрелили вверх, мы также здесь можем пойти вниз. Опять же, мой таргет по целям это 45-55 тысяч долларов. То есть вот этот ценовой диапазон, где я буду просто агрессивнейшим образом скупать биткоин. Но, моя стратегия заключается в том, чтобы его скупать и не продавать. То есть я могу по текущим ценам покупать и здесь покупать. В любом случае я накапливаю в долгосрок. То есть мне не важно, у меня есть биткоин в портфеле. Если он пойдет с текущих расти, я буду только рад. Я не жду ту самую идеальную точку входа, потому что такие моменты, их крайне редко бывает, когда вы купили прямо на дне и продали на хай. Такого практически не бывает, и это бесполезно это ловить, поэтому проще работать по DCA, постепенно покупать свою позицию и потом постепенно распродаваться. Но в моем случае я не продаю биткоин, потому что я не вижу в этом смысла. Потом как-нибудь вам расскажу в большом отдельном видео, почему я не продаю биткоин. Несмотря, я вот покупал с 2023 года, и я до сих пор не продаю, хоть я там до сих пор в плюсе. У меня средняя точка входа около 45 тысяч долларов, и я все равно его не буду продавать, потому что это не надо мне. Потом мы с вами поговорим на эту тему. Так что, на данный момент на графике я вижу, что мы просто подошли к верхней границе боковика. Мы ее не пробили, у нас есть на дневке, это дневной график, хорошее бычье поглощение, то есть у нас была медвежья свеча, и мы ее поглотили, то есть у нас бычья свеча закрылась выше, чем была прошлая медвежья свеча. Это позитивный знак, что у нас присутствует покупатель, но объема нету. Посмотрите на эти объемы, его нету, у нас объем еще меньше, чем когда мы здесь росли, то есть еще меньше объемы. Объем у нас не растет. Значит, это просто рост на ликвидациях шортистов, потому что шортисты закрываются в позиции. И мы просто растем без объема, то есть нету реально сильных покупок. Наша цена держится за счет покупок крупных институциональных игроков, за счет больших фондов. Они просто постепенно скупают биткоин, и у нас, в принципе, понижается волатильность. И биткоин не так сильно падает. Если идут какие-то отскоки, эти отскоки идут гораздо выше, чем обычно. Потому что есть крупные игроки, которые накапливают позицию. Сейчас вам это покажу. Вообще, я всю информацию беру со своего телеграм-канала, поэтому можете подписаться. Ссылка на него находится в описании. Там очень много полезной инфы. Смотрите, приложение BTC переходит в руки более сильных игроков. В тот момент, когда краткосрочные холдеры продают, долгосрочные держатели купили более 303 тысяч BTC. Из них Strategy купила 53 тысячи. Strategy это компания Майкла Стейлора, которая постоянно покупает биткоин и не продает его. Краткосрочные держатели продали 290 тысяч BTC. Это видно здесь, что у нас идет перераспределение. Слабые руки отдают, сильные руки выкупают. Поэтому у нас биткоин может быть и расти на этой волатильности в рамках боковика. Выросли, опустились, выросли, опустились. Это просто волатильность в рамках боковика. У нас какого-то слома тренда не произошло. Давайте разберемся, когда у нас будет слом тренда. Я считаю, что на графике BTC слом тренда будет тогда, когда мы закрепимся выше 100 тысяч долларов. То есть выше здесь вот, в этой отметке 100 тысяч, здесь вот даже 98, 99. То есть нам нужно выйти с этого боковика, войти в прошлый боковик, вот эту проторговку, и закрепиться выше нее. Вот здесь вот выше мы закрепляемся, тогда это будет слом тренда. На данный момент мы находимся в нисходящем тренде. Это точно такой же боковик, как был здесь. Посмотрите на этот боковик. Точно так же мы тестировали одну зону, не могли ее пробить, потом ее пробили, резко вылетели сюда, но итог был один. Мы пошли на дно. То же самое сейчас.
Мы тестировали какую-то вот эту границу, вот эту 75, 76, 2 раза ее тестировали, пробили, но итог, скорее всего, будет один. Опять же, мое краткосрочное медвежье ожидание от рынка, оно никуда не делось. В целом на дистанции я верю, что будет рынок расти, я покупаю, я держу, и это нормально. Но в краткосрочной дистанции я думаю, что нас ждет сопля. Конкретно такая сопля. Может, мы еще куда-то сюда вырастем, но итог будет один, что мы будем здесь где-то проторговываться, а потом уже полетим в стратосферу. Я вижу примерно такой сценарий. Может ли он не состояться? Конечно же может. Это крипторынок, никто не знает, куда пойдет рынок. Если кто-то знал, что рынок будет делать завтра, он бы вам это не рассказал и просто сам зарабатывал деньги. Мы лишь строим предположения, исходя из определенных факторов. Почему я думаю, что рынок не будет расти там завтра, через полгода, либо еще когда-то там? Потому что у нас есть такая вот интересная неопределенность в виде рыжего человечка за троном, которого зовут Дональд Трамп, который постоянно делает какие-то штуки, на кого-то нападает. Сегодня он закрыл Армузский пролив, потом завтра нападет на Кубу, нападет на Гренландию. Ну то есть чувака реально там какие-то сдвиги. Я верил реально в Трампа, вот не как в президента, а как в того человека, который раскачает крипторынок. Об этом я говорил в прошлых видео еще в начале года, когда его только избрали. Но обосрались мы с этим. Ну кто знал, что придет этот рыжий и начнет просто творить всякую дичь и зарабатывать на этом деньги. То есть он сам выпустил один пост, рынок полетел, он заработал, зафиксировался, встал в шорты, выпустил другой пост, рынок упал. Я вам сейчас покажу мемчик, когда реально это тупо про Трампа и про то, что он говорит. Вот, посмотрите на этот мем. Здесь мы начинаем войну, точнее война окончена, летим. Война снова началась, падаем. И тупо вот эти качели. Он просто сам на этой волатильности зарабатывает деньги. Поэтому да, Дональд Трамп не раскачал наш рынок. И даже несмотря на то, что он там поставит своих людей куда-то, он будет зарабатывать деньги. Он зарабатывает деньги даже на таком рынке. А вот мы, это уже как повезет, как говорится. Поэтому на данный момент в рынке у меня нет фокуса на альткоины, потому что альткоины, они будут очень сильно страдать, пока у нас это неопределенность. А вот биткоин и эфириум это те активы, к которым нужно присматриваться и покупать на долгосрочной дистанции. Опять же, это не финансовые рекомендации, это лишь мои мысли. Смотрите. Эфириум нас точно так же ведет. Мы просто стоим в боковике, то есть повторяем по сути движение биткоина. Сейчас мы вышли чуть выше нашего боковика. Мы даже опять в него опустились, то есть вот вышли, здесь проторговались и опять ушли ниже, то есть опять в этом боковике идем. Но есть компания, которая называется Bitmain, которая просто на сотни миллионов долларов постоянно скупает эфириум. И вы думаете, что они скупают, они покупали его по 4000, у них средняя 3800. 3600, сейчас еще посмотрим, 3600 у них средняя, где-то вот здесь вот находится, средняя цена их покупок. И они продолжают его покупать. Для чего фонд тратит сотни миллионов и миллиарды долларов на покупку эфириума? Для того, чтобы обнулиться или что? Понятно, что фонд может ошибаться. Но таких фондов, как Bitmain, их несколько. Таких фондов, как Strategy, их тоже несколько. BlackRock, они продолжают накапливать позиции в биткоине и в эфириуме. Это два фундаментальных актива, которые просто институционалы их с рынка убирают. То есть биткоин находится на исторических минимумах на биржах, то есть его выкупают и вывозят. На биржах его становится меньше. Если будет спрос, когда он породится, когда эта вся вот канитель закончится, все эти войны и прочее, когда будет спрос, когда у людей появятся деньги, они начнут скупать, а биткоина нету. За счет этого цена будет сильно расти. Вот, посмотрите на статистику. Это у нас получается Strategy, ETH, Reserve, то есть резервы эфириума. И мы видим, что продолжается накопление по эфириуму. Bitmain уже держит около 4% всего эфириума, то есть 4% от всего количества эфириума есть в руках Bitmain. Это 4 миллиона 600 тысяч эфириумов на 10 миллиардов долларов. На 10 миллиардов долларов они накупили эфириума. Это просто crazy, чуваки. Sharply Gaming докупили на почти 2 миллиарда долларов. Потом Ether Machine на миллиард долларов. Эти ребята продолжают удерживать и накапливать эфириум. У Bitmain еще лярд лежит кэша, чтобы закупать эфириум, вы прикиньте. И они сейчас его стейкают, зарабатывают с этого и увеличивают свои запасы эфириума. То есть эфириум в долгосрочной перспективе идет в накоплении. И мы видим, что Bitmain постепенно покупают. То есть мы видим, как они наращивают свои позиции, поскольку эфириум покупают. Вот 138, плюс 102, плюс 98 тысяч эфириума. Они просто постоянно его покупают. Далее смотрим на Strategy. Эта компания то же самое, просто постоянно его покупает. Постоянно они только берут и покупают, но уже биткоин, а не эфириум. На балансе у них более 815 тысяч BTC, то есть они движутся к миллиону BTC на своем балансе. Это просто какие-то космические цифры. И у них тоже практически 4% от общего количества биткоина. И всего у них BTC 64 миллиарда долларов. Это просто какие-то огромные цифры. Последний раз они купили 34 тысячи BTC, потом 13 тысяч BTC, 4 тысячи BTC. То есть, да, они бывают сокращают свои покупки, но в целом они вот просто постоянно его покупают. Постоянно одни покупки идут. И это просто какая-то космическая машина по выпылесосыванию битка с рынка. И у них, я не знаю, откуда они кэша столько берут, но они постоянно покупают. Они продают новые акции свои,
получают кэш и за кэш покупают биткоин. И так вот просто постоянно. Они в любом случае будут продолжать скупать биткоин, потому что это их стратегия. И в долгосрочной дистанции это даст им гораздо больше профита, чем эти локальные волатильности. Там биткоин упал, вырос. Они на это не смотрят. Они смотрят дистанции 5-10 лет и на этом зарабатывают. То, что я вам говорил, запасы BTC на биржах как годовом, так и месячном исчислении движутся в одном направлении, в основном вниз. То есть биткоина становится меньше. Его постоянно скупают и выводят с бирж. И вот еще интересный факт. Глобальный adoption BTC находится примерно на уровне 3%. Это как сопоставимо с интернетом в 1990 году. То есть понимаете, что у нас запас, вот, количество людей, которые готовы прийти в крипторынок, их 97%. То есть большинство людей в мире, они вообще не пользуются криптой, никак не взаимодействуют с BTC. То есть глобальный рост, вот этот рост прям парабола, который может начаться на BTC, там, когда он будет стоить там, миллионы долларов. И кажется сейчас, ну типа, ты еще дебил, биткоин 78 тысяч, какие миллионы долларов. Сейчас кажется, что ну ты придурок как будто какой-то говорит. Но на дистанции 97% мира еще даже не трогали BTC. Просто прикиньте, сколько, может, даже если там придет процентов 20, ну биткоин уже будет стоить больше миллиона долларов, если придет процентов 20, потому что не каждый может себе позволить купить биткоин, и биткоин становится все меньше, он аккумулируется в руках крупных игроков, которые будут контролировать предложение и будут свои цены назначать на биткоин. Поэтому мы еще только находимся в самом начальном стадии вообще роста крипторынка. Эти все альткоины, они у нас появляются, умирают, исчезают, но биткоин, эфириум это мама и папа крипторынка, которые будут жить вечно. И поэтому в такие вот моменты, как сейчас на рынках, когда непонятно, что происходит, лучше всего накапливать именно биткоин и эфириум, а не альткоины, потому что альткоины, непонятно, они выстрелят, не выстрелят, что там соскамится, потому что это у нас проекты, которые, грубо говоря, создают свои токены и проект для того, чтобы заработать деньги. Они собирают с инвесторов деньги, с нас собирают деньги, потом просто обкэшиваются. Но это реально факт. А биткоин и эфириум это проекты, которые на долгосрочной дистанции дают хороший профит. То же самое BlackRock. Посмотрите, BlackRock только наращивает покупки BTC. Да, у них клиенты могут продавать. Некоторые говорят, вот BlackRock продает. Это не BlackRock продает, это их клиенты. То есть BlackRock поставляет 1 к 1 BTC к их ETF. Если клиент продает ETF, то BlackRock продает биткоин, но свой биткоин, у них отдельный кошелек, где лежит их биткоин. Они накапливают, и это происходит тоже с годами, видно, как кривая просто растет вверх. То, что они свой биткоин накапливают. Поэтому, если вы хотите получать актуальную информацию по крипторынку, погружайтесь в Bendy Gang. Это мой телеграм-канал, где я публикую новости и свои мысли по рынку. Ссылочка находится в описании, будет очень приятно, если вы подпишетесь. Ну что, надеюсь, вам видос понравился. Буду сейчас более чаще снимать, потому что рынок оживился, и, естественно, больше людей приходит, им нужна информация, я буду информацию вам преподавать. Поэтому, ребята, подписывайтесь на мой YouTube, на мой телеграм, мне будет очень приятно. Все ссылки находятся в описании. Мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!